Собью вот эти, то, что я давал, большой слой. О, нет. Начал счищать гребаную шпаклевку, которую я добавил слишком мало отвердителя. Пока что это выглядит вот так. Так. Это я только шпателем обработал. Попробовал керхером. Не берет. Вообще только в каких-то местах плохо. Воздухом тоже плохо. Вот это место я уже очистил. В принципе, ацетоном еще немного растворяет, но слабо. Надо счистить вначале шпателем, потом счистить механически и только потом остатки ацетоном. Вот здесь я уже нанес новую шпаклевку, добавил значительно больше отвердителя. Ну, собственно, вот она уже упругая. Я нанес ее минут 10 назад, может даже меньше. Надеюсь, в этот раз все хорошо. Также здесь я уже начал вот зачищать. Здесь надо еще добавить шпаклевки. Ну, в принципе, вот такие места, где сварные швы, уже очень хорошо чувствуются. То есть вот здесь надо еще больше зачистить. Вот это хорошо, но вот там есть несколько раковин, надо добавить больше шпаклевки. Вот здесь надо добавить. В общем, это мелочи. Ну, здесь зачистить уже надо будет вручную. Я орбиталкой чистил. Приспособил для орбиталки. Не приспособил, а я покупал насадку. И у меня был короткий шланг, который крайне неудобен для гаража. А я его вот там надрезал, и оно сюда отлично вкрутилось, отлично работает. А вот длинный шланг, который в разы удобнее, потому что коротким невозможно постоянно пылесос таскать, а длинным все делается легко. Завтра продолжу счищать шпаклевку, убирать ее всю и наносить новую. Также мне еще надо вот... Я купил такой ящик. Возможно, его оставлю, возможно, куплю другой. То есть я его хочу приспособить вот так. Сделать полозья. Еще вот в этом месте вот так и так. Сделать полозья, и это будет ящик, в который, если нужно, сливать масло. Также, когда отключаешь шланги с антифризом, чтобы оно стекало в него, а не на пол. Посмотрим. Возможно, возьму его, возможно, возьму поменьше, потому что он больше ватт, выпирает за края. Но с другой стороны, он не всегда будет стоять, он не нужен. Также, если нужен рабочий стол, в принципе, у меня есть материал, можно сделать универсальные полозья и под ящик, и под стол. Насчет этого я подумал. Также еще заказал подвесные подшипники, вал. И надо будет заказать толстостенную большую трубу, по которой будет ездить колесо. Только трубу надо сделать, ну, скорее всего, наждачку от скейта не наклеить. По которой будет ездить колесо. Такой же нагрузкой, как ты сидишь на скутере, и вес скутера. Чтобы настройка была максимально точная. И также по этому колесу, по валу, можно будет считывать точно скорости. К нему же можно подключить диностен. То есть это универсальная штука. Вообще я жду запчасти. И здесь сварю такую конструкцию, так, с усилителями, чтобы вот эти профиля не гнуло для вот этого всего. Ну, надеюсь, приедут запчасти через пару недель. Пока что я займусь всей шпаклевкой и частично после шпаклевки загрунтую низ точно и, возможно, вот эту сторону загрунтую, плюс все те детали, что на столе. В общем, на данный момент так. В остальном-то все готово, кроме полки для ящика, вот еще направляющих для ящика и конструкции под вал. Подошел к концу еще один день. Вот тут Николас развлекается, делает сам себе качельку из лебедки. Тем временем я сегодня зачистил предварительно здесь грубой. Тут надо еще подшпаклевать немного. И здесь тоже. Нанес новую шпаклевку здесь. Сварил вот такой лоток, в который будут вставляться вот такие ящики и такие. Покажу сейчас для чего. Тут шпаклевка, чтобы его не пачкать, покажу здесь. Это будет фактически вот такой лоток, который при работе с двигателем можно сложить инструмент. И второй лоток, в который будет сливаться антифриз при отключении двигателя. Ну, если надо, можно поменять масло в четвертактном.
потихоньку продвигаюсь. Уже загрунтовал нижнюю часть снизу. Завтра загрунтую верхнюю часть снизу. После переверну и загрунтую с обратной стороны. Также зачистил шпаклевку на вот этих 3 деталях. Кто еще не начинал, начну, как загрунтую вот эти. Тут, конечно, было все в сраче. Однако получается достаточно неплохо. После грунтовки буду уже красить. Дело продвигается. Я загрунтовал стол снизу. Вот так это все выглядит. Сейчас его перевернул. У меня закончилась грунтовка. Поэтому я только в воскресенье смогу продолжить, когда откроются магазины. Также прогоняю полки по размеру. Забыл просверлить отверстие для крепления полок. Вот они их уже просверлил. Также крепление двигателя переднее уже было загрунтовано, замыто грунтовкой. Я вспомнил, что нужны крепления. Собственно, вот я сделал крепление с 2 сторон. Это будет для коммуникации, то есть шланги охлаждения, шланги с генератора и всякие прочие сенсоры, которые пойдут к дашборду. Здесь сверху сделал 2 пары отверстий. Расстояние между ними 5 мм, это будет для крепления блока зажигания и одно дополнительное, возможно, для каких-то других коммуникаций. Также тут бардак, конечно, все в пыли. Эта деталь уже готова, замыта, полностью ждет. Что это такое? Ждет покраски, но перед покраской я должен все закончить с этим. Также вот это уже полностью. Шпаклевка зачищена, все готово для грунтовки полностью. Приборкой пока не занимался. И буду заниматься после того, как будет готов стол. Полностью загрунтован. Готовы полки. Я сейчас ими продолжу заниматься. Только сперва зачищу места, которые повреждены, для повторной грунтовки. Также вот я вижу, я забыл одну закрепить. Сейчас закреплю. Такой у меня инструмент. Я уже поменял обратно. Так, она достается, откручивается одна. Мне нужна под М5. Это стоит под М6. Сопоставляем отверстие и вставляем штифт. Открываем. Накручиваем резьбу, заклепку, вставляем. Так. И все в обратной последовательности. Достаем штифт, откручиваем, кладем опять на место, вставляем М6, закручиваем, сопоставляем отверстие. Пригнал также веску, надо настроить клапана в ней и хочу закрасить бочину. То есть вот так я ее заклею это все скотчем, а здесь зачищу, зашпаклю, если надо, и покрашу черным с лаком. Надеюсь, будет нормально выглядеть, получше, чем вот с такими царапинами. Также, что подкрасить бы по-хорошему, вот это надо снимать вот эту штуку. Но поэтому, возможно, я это сделаю позже, во время реставрации веста. Окей, сейчас наведу порядок и буду заниматься шпаклевкой. Ну, не шпаклевкой, а зачисткой, подготовкой под повторную грунтовку. Вот еще увидел эту деталь, ее тоже надо подготовить, подшпаклевать чуть-чуть. Окей. Там птички поют за воротами. На 4 миллиметра. Сейчас я этим займусь. Попробую 2 варианта: гриндером и мультиком.
Если нет, то сточу. Потому что у меня нет лобзика, и без лобзика это невозможно. Тут мой шланг специально для орбиталки. Ой, я там ошибся, сказал гриндель. Я имел в виду орбиталку. Сдох аккумулятор. Очень долго, конечно, все это будет. Сейчас я что-нибудь придумаю, либо доточу таким образом. Вот я зашпаклевал первый раз. Тут у меня косячок небольшой пропустил. Придется потом подшпаклевать. И вот здесь место ржавое. Прям там ржавчина, видно, скол тоже зачищу. Подшпаклюю и буду завтра зачищать все это дело. Также по столу вон полки, они готовы, осталось инсталлировать и прикрутить и купить грунтовку. Вот такая у меня грунтовка, просто в обычном магазине Home-центра. И буду заниматься параллельно и столом, и веспой. Нужно еще приборную панель инсталлировать на свое место. По шпаклевке края надо подшпаклевать. Тут есть раковины, небольшие неровности. Да, края подшпаклевать чуть-чуть. Здесь в целом все хорошо. Можно не трогать сзади. Заржавело, но в целом все хорошо. Не буду трогать. И надо чуть-чуть подточить приборную панель, потому что она плохо влазит, и поставить ее уже на место и заняться подготовкой к покраске приборной панели и ее крепления. Также крепление амортизатора, шпаклевать его не буду вообще, просто подготовлю к покраске, загрунтую. Что еще осталось у меня? Крепление двигателя. Пока не буду его вообще красить, потому что возможно буду его переделывать не под такое крепление, а под демпферы. Когда демпферы приедут, я подумаю над этим. Я тут допустил ошибку. Мне надо было делать не здесь, а сверху вот это. Вот эти треугольники сверху, чтобы тут было место для демпферов. Так получилось, что оно вплотную к креплению, то есть оно, вот это ухо крепится здесь, а вот эти болты, получается, упираются сюда вплотную. Таким образом получается жесткое крепление, но я думаю лучше с демпферами, с резинками, чтобы было чуть меньше вибраций на стол. Это пока откладываю, подожду, пока приедут резинки, подумаю над тем, чтобы его переделать. Ну, в целом продвижения пока что такие. Так, буду сейчас чистить приборную панель. Тут 120, здесь у меня 320, 120 обдеру, 320 потом выведу плоскость. Будет шумно, пылесосы, машинки. Полки готовы полностью. Покрашу низ стола, чтобы это было удобно, точнее прогрунтую. Красить придется с не очень удобной позиции, либо установить полки потом. Хорошо, я над этим подумаю. Полки готовы. Здесь вот вылезли несколько моментов. Вот такое, тут кратер, вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть это дело надо чуть-чуть подшпаклевать, и будет готово. Устанавливаю я сразу один раз и навсегда. Если что, у меня здесь есть свободное место, и я сделал съемную панель, чтобы ее можно было вот так положить и вырезать под дополнительные датчики или тумблеры. Так что сейчас перейду к чистке веспы. Камера выключилась, не знаю в какой момент. Потом посмотрю, что записалось, что нет. В общем, я растрясаю грунтовку и буду грунтовать.
В некоторых местах получились подтеки, но это не проблема, я их чищу, когда буду подготавливать под покраску. В некоторых проблемных местах, где поры или сквозные швы проступают, даю специально толстый слой, чтобы потом его зачистить и выровнять поверхность. Готовлю, обезжирю заднее вертикальное крепление и загрунтую его, потому что оно может быть все в масле после того, как я сверлил отверстие, естественно, с добавлением масла, и чтобы грунтовка не отваливалась, надо обезжирить хорошенечко. Покрашу ее в 2 захода, вначале сверху, потом повешу. Тут даю жирный слой, тут поры, которые я не шпаклевал. Получился максимально жирный слой, много там пор, много всего. Также надо догрунтовать вот эту деталь, это переднее крепление. Тут я добавлял отверстие для крепления с резьбой. У нас запылилось в некоторых местах. Так вот, у меня сверло соскочило, надо исправить. Замечаю тут косяки, подсохла грунтовка, что где-то не прокрасы. Может, это не критично, но раз замечаю, исправлю сразу. Не хочется, чтобы он ржавел. Воздух у нас солененький. О нет, блин, не заметил. Стиранулся шеей. Да. О нет. Сейчас успокоится, подкрашу. Блин, косяк жесткий. Ну ладно, это грунтовка, она исправляется. Ее можно зачистить. В целом все с грунтовкой. Так, все, вся грунтовка засохла. Сейчас буду чистить. Пройдусь вначале 320 машинкой. Собью вот эти, то, что я давал, большой слой. Потом руками. Также здесь все готово. Это зачищу после веска. Это готово, это надо тоже почистить. Стол готов. В принципе, где-то почищу, но с большего его уже можно красить. Даже переднее крепление. Все окей, все в порядке. В общем, первым делом займусь веспой. Пора заканчивать приборную панель. 150-я наждачка. И погнали. Так, с приборкой вроде бы закончили. С задней стороны трогать ее, скорее всего, не буду. Закончено. Вот. Вижу еще пару нюансов. Так, пока что все. Вот вижу, еще забыл вот эту деталь обработать. Сейчас обработаем. У меня грубая сотка была. И сниму внутри. Напомните мне никогда больше не носить такие толстые слои шпаклевки. Там, где оно не надо. Магия монтажа, и деталь готова. Сейчас я ее обезжириваю и буду грунтовать. Получилось вот так. Вешаем сушиться. Сейчас мне надо перевернуть стол, предварительно прикрутив к нему полки. Ошибочка, полки я хочу еще пришпаклевать, чтобы был красивый шов. Найдем подходящие саморезы и возьмем вот эти. Сколько штук мне надо? Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 штук. 11, 12. Вот, новую карточку, чтобы они не сваливали, бинтовер, и поехали. Вот, на месте, сейчас их прихватим. Саморезы чуть-чуть толстоваты для этих отверстий и плохо идут. Так, они более длинные вот эти. Окей, пошли проверим. Так, то есть можно их брать. 9, 10. 11. Специально удлинитель, чтобы не уводило саморезы, когда закручиваю. Вставляю его вот так, и оно будет держать, по идее. Хотя нет, если с короткой битой, то будет лучше. Сейчас поменяю битку короткую.
Вот так. Короткая бита и удлинитель. Так, ладно, сейчас переверну стол, потому что мне его все равно переворачивать. И закреплю полки сверху вниз, так будет удобнее. Так, потратил я 1 баллон краски. Не очень нравится мне, как этот баллон работает. Не закрывает он, где протерто до металла и нет грунта. Подтеки есть, это я уберу. Не знаю, ставлю этот цвет или попробую другой. У меня в целом есть еще зеленый. Надо попробовать, как он будет. Есть такой зеленый и есть зеленый потемнее. Нет, это такой же. Там, значит, зеленый. Да, вот он. В общем, посмотрим, что из этого получится.